Здравствуйте, друзья! Смертельный овощ на нашем столе. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. А если вы впервые на моем канале, то, пожалуйста, подпишитесь на него и включите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ссылка на статью в описании. Путь помидора к желудкам европейцев был долог и тернист. Сердца-то эти растения завоевали сразу, прочно прописавшись в оранжереях и на подоконниках. В России горшки с помидорами на окнах можно было увидеть еще в начале 18 века. Те радовали желтыми цветами и красными плодами. Но употреблять томаты в пищу могли только самоубийцы. Ибо весь Старый Свет знал: нет яда сильнее, чем ликоперсиум, волчий персик. Радость садоводов, горе ботаников. Европейцы были абсолютно убеждены, что диковинная культура, завезенная из Южной Америки, страшно ядовита. Тогда как на своей родине помидоры были любимы за вкусовые качества, индейцы называли их туматль, крупная ягода. Отсюда, собственно, и название – томат. Но помидоры – представители рода посленовых, состоящего из 1200 видов, и треть из них ядовиты. Аборигены знали о специфических особенностях посленов, но для них не составляло труда отличить одно растение от другого. А вот европейцам, пораженным буйством флоры неизведанного континента, сделать это было куда сложнее. Помидоры-то они в Старый Свет завезли, но плененные исключительно красотой самих растений. Кстати, самое большое впечатление томаты произвели на рядовых французов за яркую окраску и форму, напоминающее сердце. Они прозвали их помп д'амур – яблоками любви. Но не так просто оказалось пронять ученых. Ботаники в штыки встречали новые растения, хлынувшие в Европу после того, как Колумб открыл Америку. Ведь им всякий раз приходилось из кожи вон лезть, выискивая место для новичков в существующих классификациях растений. А те были созданы еще ботаниками, отталкивавшимися от постулата: как человек создан по образу подобию Господа, так и растения земли копируют флору Эдемского сада. И вдруг помидоры – ересь! Но впадать в нее никому не хотелось, вот ученые и исхитрились как смогли. Они просто нашли в списке утвержденных растений те, на которые томаты походили бы больше всего. Как на грех, самое большое сходство обнаружилось между плодами помидоров и мандрагоры с белладонной. Худшего и придумать было нельзя. Ведь мало того, что обе ядовиты, так они еще и запятнали свою репутацию общением с ведьмами. Из этих растений колдуньи делали мазь, при помощи которой поднимали свои метлы в воздух, а еще использовали эти травы в качестве сильнодействующего галлюциногена. Разумеется, родство с такими особами не пошло помидорам на пользу. Так южноамериканские эмигранты оказались в положении изгоев и назвали их по предложению Джозефа Питтона де Турнефора, придворного ботаника Людовика XIV, волчьими персиками. Дело сделано. Вход на стол помидорам был заказан, разве только в качестве яда. По этому назначению их использовали по меньшей мере раз в жизни. С помощью томатов хотели отравить на тот свет не кого-нибудь, а самого Джорджа Вашингтона. Правда, для него самого покушение прошло незаметно. Он лишь похвалил своего нового повара Джеймса Бейли за отменно приготовленное новое кушанье. И долго не удумевал, когда вечером Джеймс свел счеты с жизнью. Причина, толкнувшая повара на отчаянный шаг, вскрылась лишь через много лет. Молния попала в дуб, под которым летом 1777 года, во время войны за независимость США, стояла походная палатка Вашингтона. Дерево развалилось на части, благодаря чему обнаружилось содержимое дупла, жестяная банка, а в ней письма того самого Бейли. Оказалось, он был британским шпионом, а его работа поваром являлась только прикрытием. Англичане внедрили его на кухню с совершенно конкретной целью – отравить Вашингтона, что Джеймс Бейли и попытался сделать, и о чем подробно отчитался в письме командующему английскими войсками. Генерал Вашингтон имеет привычку обедать в одиночестве. Вот уже несколько дней он болен сильным насморком и жалуется на потерю вкуса.
Пользуясь этим обстоятельством, я положил в жаркое, предназначенное генералу, несколько красных мясистых плодов одного ядовитого растения, родственного нашей белладонне. Через несколько часов генерала не будет в живых, он умрет в муках. Я исполнил свой долг и теперь могу закончить последнее дело. Я не хочу ждать неминуемого отмщения и намерен сам лишить себя жизни. Вот так. Бейли покончил с собой при помощи кухонного ножа. Он не ведал сомнений, ведь его настольной книгой было полное руководство по садоводству, выпущенное всего 3 года назад, в 1774 году. А там черным по белому было написано: томаты или помидоры, растения семейства посленовых. Плоды в основном красные, всех оттенков, но бывают желтыми или фиолетовыми, практически до черного. Плоды крайне ядовиты, вызывают галлюцинации, впоследствии сводят с ума, летальный исход неизбежен. Отважный малый. Повар умер, а Вашингтон прожил еще 22 года, не употребляя помидоров в пищу, ведь в Северной Америке они по-прежнему считались ядовитыми. Эскулапы активно настраивали население против томатов, уверяя, будто они становятся причиной не только аппендицита, но также опухоли желудка. Дескать, кожица плодов прилипает к слизистой желудка, и это провоцирует развитие рака. Однако 26 сентября 1820 года отважный полковник Роберт Гиббон Джонсон раз и навсегда изменил представление своих сограждан о помидорах. События разыгрались в городе Салем, штат Нью-Джерси. Полковник Джонсон, не раз бывавший в Южной Америке, являлся страстным поклонником помидоров. Он первым из американцев отважился не только на разведение и селекцию, но и на употребление томатов. Полковник хотел преодолеть людское предубеждение против помидоров и всеми силами продвигал эту культуру среди населения. В частности, ежегодно предлагал награду тому, кто вырастет самый большой плод. Увы, не помогало. И тогда Джонсон решился на отчаянный шаг. Он знал, что в Салеме проходит громкий процесс, на который народ приходит толпами. Утром 26 сентября он расположился на ступеньках здания суда и на глазах у изумленной публики съел целую корзину помидоров. Собравшиеся были уверены, что полковник совершает самоубийство, а местная бригада пожарных даже начала играть траурную музыку с целью добавить трагизма этому безумству. Но полковник Роберт Гиббон Джонсон мало того, что не умер, не впал в бредовое состояние, не тронулся умом и не испытал боли, так даже и не поперхнулся ни разу. Свидетелем этого отчаянного поступка были 2000 людей. Разумеется, с их подачи слухи о происшествии быстро распространились сначала по штату Нью-Джерси, а затем и по всей стране. И помидоры начали есть. Суд над помидором. Причем начали есть в таких количествах, что скоро внутренний рынок перестал справляться с потребностями населения. Выручил импорт. С ним-то и связан очередной помидорный казус. В апреле 1893 года братья Никс подали в Верховный суд США иск против таможенного чиновника Эдварда Хеддена. Тот требовал с них пошлину за импорт помидоров, тогда как согласно таможенному тарифу 1883 года им облагались только овощи, но никак не фрукты. Не торопитесь искать нестыковки. Дело в том, что к XIX веку ботаники наконец разобрались с помидорами и назначили их съедобными, многогнездовыми ягодами. И братья Никс, вооруженные этими знаниями, строили свои рассуждения примерно таким образом. Помидоры – ягоды, ягоды – те же фрукты, а фрукты пошлины не облагаются. Стало быть, Хедден обдирает нас как липок. Дело о том, что считать помидор фруктом или овощем Верховный суд США рассматривал до 10 мая и вынес решение в пользу ответчика. Приведенные определения из словарей определяют фрукт как плод, семя растения или часть, содержащую семена, в особенности сочную мясистую мякоть определенных растений, покрывающую семена. Эти определения не доказывают, что томаты являются фруктами, а не овощами, как в повседневной речи, так и в контексте таможенного тарифа. Так Америка стала единственной страной, где помидоры признаны овощами по суду. Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно.
А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.